Друзья, рад всех приветствовать здесь на канале QPG, у микрофона, как всегда, Леха Кузман, и мы с вами играем, надеюсь, в замечательную игру, которая называется Who is Ethan? Очередная новиночка 2026 года у нас здесь на канале. Новенькая игра с пылу с жару, как мы любим, небольшой хорророк на часок. Ну, по крайней мере, я надеюсь, что он такой есть и не продлится 5,5 часов, потому что я на это не рассчитывал. Ну что ж, давайте посмотрим, что нас ждет. Мы с вами оказываемся в какой-то непонятной больничке, крыша которой находится, как в описании написано, аж на 3 метра ниже уровня земли. И чтобы докопаться до самой истины, нужно добраться до самого последнего этажа. Почему игра называется «Кто такой Итан?» Да черт его знает. Надеюсь, до этой тайны мы к концу эфира с вами докопаемся, доживем и не испачкаем исподни. Ну что, друзья, берите чего-нибудь вкусненькое в одну руку, пенное, возможно, а возможно менее пенное, но чего-нибудь в виде вкусненькой жидкости, в другую что-нибудь в виде вкусной закусочки, и погнали проходить эту игру. Кто такой Итан на QPG? Поехали. Музычка и изначальная картиночка готовят нас к чему-то веселенькому. По крайней мере, я на это надеюсь. Такс. Ну что ж, ребятки, поехали. Новая игра. Начинаем. От студии «Бешеная черепаха». Надеюсь, сама игра не будет идти как бешеная черепаха, а принесет нам много приятных моментов. Игра содержит сцены насилия и крови. Какая прелесть. Содержит тревожные изображения и деформированные человеческие фигуры. Ну, в принципе, деформированную человеческую фигуру вы видите на обложке, вот в красной футболке, но в целом-то, да, нормально. Вы уже привыкли. Используйте кнопочки ВСД, чтобы для передвижения, а тапчик для просмотра ключей в инвентаре, мышь для осмотра и левую кнопку мыши для всех взаимодействий. Замечательно. Как люблю, когда 3 кнопки и ничего не нужно лишнее запоминать. Особенно нажимать 80 кнопок, чтобы сделать одно действие. Так, ну вот какая-то палата. Ну, говорит, доброе утрица. Привет, это хоррор-сюжетка, привет, X-Ray, рад, что ты подключился, да, судя по описанию, это хоррор и, естественно, сюжетно ориентированный, потому что в многопользовательские помоечки я играть не очень люблю, к сожалению. Ну, кому-то нравится, пускай играют. Так. И это игрулька, которая вот только-только вышла. Какая прекрасная палата, а? Вот прям сразу же хочется попасть в такую больницу и практически отдыхать. Так, смотрите, во-первых, я нашел ключ. B-Stone называется. Имя пациента Итан Халлоуэй. Архивная запись B-203. Окей. Итан? Это я? Я ничего не помню. Так, нам говорят найти лифт. Господи, такую капельницу бы я и врагу не пожелал. Серьезно? Они сделали дверь... А, она просто отодвигается. Ну, ладненько. Так, найти лифт. Ну, мы с вами никуда не торопимся, как всегда, будем стараться изучить всю игрульку вдоль и поперек. B101 нам это не откроется явно, потому что мы с вами нашли ключ. Это, судя по всему, была моя палата. Она, конечно, не подписана, но тем не менее. Значит, чтобы открыть остальные дверцы, нужно будет найти ключевские. Ну ладно, давайте поищем.
Прекрасная больница, хорошая, качественная. Прям как будто с нашего райончика. Так, а это что за музычка и неприятные звуки? Эти звуки словно муки. И не подумайте, не маленькие муки, а, судя по всему, большие. Я, как всегда, играю то ли ребенком, то ли карликом. Потому что прям вот какой-то у меня не очень большой росточек. Ну да ладно. Очередной главный персонаж — Хоббит. Нам к этому тоже не привыкать. А может быть, хорошо, что эта дверь заперта? Такое хрюканье. И клокотание. «Во мне все клокочет», — сказал монстр, и не смог нас сожрать, потому что дверка закрыта. Что порой бывает, блин, приятно. Так, лифт открылся, но здесь... Нет. Один из кабелей поврежден. Лифт в таком состоянии не работает. А еще, наверное, классно, когда главный герой говорит немного шепотом, чтобы его, во-первых, было максимально херово слышно, а во-вторых, чтобы внести некую загадочность в то, что происходит. Так, ладненько. Нам нужны ключи от других кабинетов, плюс каким-то образом найти кабель или, возможно, какой-то инструмент, ну или, естественно, синюю красивую изоленту, чтобы починить, собственно, наш лифток. Да тут вроде бы все кабеля не очень-то себя чувствуют в больничке. Главное, чтоб током не ударило... Ой! Это что такое, блин? Главное, чтоб током не ударило яички. Ну, вы поняли. Не дали мне договорить фразу. Опа. Б-105. А чё со звуками-то в игре? Тут какое-то тельце лежит, отдыхает. Ну, как-то не похожи эти инструменты на кабеля, если честно. Блин, а зачем здесь сделали эту штукенцию? И решетки тут нахрена? Странная больница. Но как будто бы нам сюда тоже нужно будет попасть. Но для этого нужно будет явно найти ключевские. А их ни фигульки нету. Ну ничего, найдем. Найдем. О, ключик. У меня такое ощущение, что ни хрена его здесь не было. Б-101. Хотя, может быть, вот рядом с ним и лежал сразу же. Ха-ха! Отличная нога. Наверное, ходить дальше-то особого и смысла нет. Да, стерильненько, стерильненько. Ладно, Б-101 так Б-101. Еще одна палата. По крайней мере, мы ее смогли открыть, и это хорошо. Здесь... А здесь нога. Шлеп нога. Шлеп, и на пол упала нога. Шлеп, 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 шлеп нога. Так, Б-102. То есть мы ключи так и будем находить, да? Прям по очереди. От первого к последнему. Какая, блин, прелесть. Такс. Стеклорез. Но в целом отличное больничное приспособление. Оп! Тут был свет, ребятушки. Вот это да. Так, отлично. Теперь у нас есть ключевский от Б-102. Еще одна палата, которую можно будет вскрыть.
Но двери, сделанные из кафеля, это замечательно. То ли это такая задумка автора, то ли он просто такой, блин, как рисовать дверь, у меня ни хрена не получается, сделаю из того же самого кафеля, который у меня уже есть. Привет, Помидорыч, рад тебя видеть, спасибо огромное. Очень приятненько, что ты, как всегда, здесь с нами. Блин, здесь можно даблиться шикарно. То есть сидеть на унитазе, какить и сразу мыться. Очень удобно. Зря я это сказал. Кому-то уже за такое, видно, отрезали язык. Так. Б-103. Хорошо. Там у нас 105-я палата. А где у нас 103-я? Ну, пока нет. Мы проснулись на этом этаже. Может быть и в неглиже, но мы этого не видим. В какой-то больничке. И пытаемся найти отсюда выход. Сюжетно нам пока мало что объясняется. Электричество кончилось. Так, от 104-го ключ и, возможно, записочка. Да. Расходные материалы, находящиеся под надзором персонала, были перемещены в 105-ю комнату. Но в целом мы это и так поняли, даже без записунделя. Так что, чтобы починить лифт, нам нужно пойти в 104-ю, найти ключ от 105-й, а там уже найдем, собственно, кабелечек. Так. Вот в этой палате кто-то делает... Трурурум. Это была палата древняя. Судя по всему. Так, здесь уже все украдено до нас. Опа, еще один ключик. 105-енький. И больше ничего тут нету. Как говорится, уютный унитаз и теплая вода бесплатно. Отличная больница города Саратов. Ну или какого-нибудь такого же. Такс. Ну что ж, вот у нас 105-я палата-то. Опа! А здесь еще один парень. И вот смотрите, ребят, вы когда танцуете нижний брейк, делайте это аккуратней, потому что весь ваш фристайлер может закончиться отломанной ногой. Вот. В общем, рассчитывайте свои силы перед тем, как повыпендриваться перед самочкой. Кость. Замечательно. Так, тут ни хрена. Опа, вот кабелек. Но еще один ключ. От висихи. От туалета. Так, ну вот этот вот джентльмен, естественно, появится в нашей группе. Спасибо. В нашей группе в Телеграме. Как всегда, самые веселенькие скрины появляются именно там. Не получилось у этого мальчишки сделать, как мы поняли, ракомакафо. Ногу потерял он, вот такое дерьмо. Отлично. Это же всегда замечательно, потому что я уж думал, все, ты пропал. А, между прочим, твои тайминги у нас несколько раз очень круто зашли, дружище. Спасибо тебе в очередной раз огромное за это. Были очень и очень неплохие. Такс. Ага. Ну вот, без изоленты. Но, судя по всему, сначала нужно поставить кабель, а потом сможем взять изоленту. Поэтому, друзья, не забывайте, во-первых, ставить лайкосы, писать комменты к видео, и если по возможности будете участвовать в таймингах и в написаниях всяких историй для шортсов. Изолента это была просто сохраняшка, судя по всему. Няшка-сохраняшка. Ну-ка, давай-ка проверим мою догадку. Это была не изолента, а в туалете можно шикарно сохраниться. Ну, вы знаете эти унитазные сейв-геймы, в общем. Сохранись перед тем, как сбросить балласт.
Да, прогресс сохранен, это просто сохраняшка. А я-то думал... Ух ты. Ну, ладненько. Отлично. Мы с вами прошли первый этаж больницы. Шикарный лифт. Примерно в такой же в лифте я ехал из соляной шахты метров 30 под землей. Поднимался. Ты там вот стоишь в 2-3 человека, как вот в такой будке. Но для больницы это сложновато, потому что... Опа, а почему мы вниз поехали? А, ну да, нам же надо спуститься в самый низ, чтобы разгадать тайну. Да, видишь? Мои комментарии способствуют вашему мочеиспусканию. И не только. Эй! Блин! Сейчас разобьемся к хренам. Тормози! Тормози! Неплохо. Физика, иди ты нафиг, беспощадная ты ссылка. Ага. Такс. Б-203 архив. И какая-то надпись. Возможно, это будет... какая-нибудь хитрая штукенция. Ну, типа... Вход возможен только при наличии ключа безопасности. Ну вот, в архив, видите? Инфо. Ключ безопасности. Значит, сюда мы не войдем. Ну, никто, в общем-то, и не сомневался, что будет легко. И сразу же все просто. О, чей-то таз. Это чей-то классный таз. Посади его на унитаз. Такс, ну смотрите. Лерочка, привет-привет, рад, что ты наконец-то с нами. Бешеный телефон. Босс Финченс, работа выполнена, как и договаривались. Ждем оставшуюся оплату. Как и у остальных, сопротивление охранника прекращено. Мы превратили его в медицинские отходы. Кто это был? Наемный убийца? Работающий на доктора Финченса? Зачем врачу убивать охранника собственной больницы? Ну вот, будем выяснять, собственно, что происходит в этой замечательной больничке. Мощно! Ага, там ступеньки вниз, так что это, скорее всего, откроется. О, классное место для препарирования трупешничков. Так, вроде бы тут больше ничего нету. Значит, у нас здесь был телефон. Кто говорит, это слон? Ой, мужичок лежит. Отдыхает. Эх, дайте парню отдохнуть. Лысая башка, дай пирожка. Ха-ха-ха. Так. О, Ключевский от Б-201. Отличненько. Можно искать первый кабинет, в который нам нужно сходить. Опа! Ха-ха! Первая игра, в которой мощнейший пакет с мусором не загородил нам проход. Сейчас кажется, что выйти нельзя, и мы игру засофтлокали. Не, все в порядке. О, нога, можно пожевать или сварить холодец. Молодец, вари холодец. Блин, ну этот парень, у этих ребят, видно, был конкурс по танцовке песни «Фристайлер». «Ракамакафок», так конкурс и назывался, больничный. Но они зайти не смогли. Только распознавание глаза. Хорошо, хорошо. Мне нужно найти охранника. Найдите охранника, но сказали, что он уничтожил как medical waste. Медицинские отходы. Ну, вряд ли он будет валяться в общем доступе. Хотя, как говорится, чем черт не шутит, да? Так, а у нас ключ с вами от Б-201.
Блин. Кто так строит? О, 201. Как раз медицинские отходы. Его не превратили в медицинские отходы. Чувак просит денег, но на самом деле свою работу, как мы видим, ни хрена не выполнил. Ха-ха! Медицинские отходы. Чей-то торс оказался медицинским отходом. Какая, сука, прелесть. Так, баночки-скляночки. Прочие Ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой. Сейчас нам... Охранник здесь. Я не могу его перевернуть. Мне нужно что-то острое, чтобы отделить голову. Сука, какая прикольная маленькая малипусечная ножовка специально для отделения головы от тела. Вот это красота. Зик, привет, привет, привет. Салам алейкум, брат. Так. И чё? Какая прелесть, блин. Хлюп. Сука, трэш какой. Хищнику бы понравился вот этот елдак. Я забрал себе елдак, а вот так, вот так, вот так. Замечательно как. Так, сюда пока не пойдем. У нас есть четкий кабинет, куда нам нужно. С головой охранничка-то. Клёво. О, да будет свет. Сказал охранник и перерезал провода. Сегодня я столкнулся с Кроули. Он выглядел взбешенным, почти не в себе. На мгновение я подумал, что он сошел с ума. Он постоянно бормотал. Так не должно было случиться. Ты заплатишь за это, Гарольд Финченс. Надеюсь, они не скрывают ничего серьезного. Было бы успокаивающе, если бы кто-нибудь объяснил, почему персоналу запретили перемещаться между этажами. Потому что здесь, блин, медицинские отходы и там порезанные трупы? В любом случае, благодаря высокому уровню безопасности в моей комнате, я в безопасности. Нет, братан, так не работает, как мы уже поняли. Не работает. Наверное, я переживаю зря. Судя по тому, что мы тебе отпилили голову, не зря, мужик. Так, блин. И чё? Ага. Вот там еще одна Ключевская. Да. Вот такой вот он мужчина. Вот такой вот он мужчина, на макушке позвонок. Очень странный он скотина. Запиши-ка, мой дружок. Или как-то так. Так, ладненько, идем дальше. Вот этот клокочущий звук меня напрягает с самого начала. Закрыто. Здесь такое ощущение, что ремонт не доделали. Но в целом. Супер-секьюрная комната. Так, сортир второго этажа, мы нашли ключ. И нашли еще какой-то ключ Б3. Что они говорят? Ну ладно. Ха, здорово, рука.
Здорово, нога. Торс мы тоже видели, можно собрать целого человека. Номер документа 396-212. Эмили Халлоуэй. 88 год. Дата смерти, причина смерти не указана. Морг М902. Халлоуэй. У нас с Эмили одна фамилия. Такое чувство, что я должен вытащить ее отсюда. Ну, там, по крайней мере, пока не указана дата смерти. Возможно, Эмили-то нам и удастся спасти. Но у нас игра называется «Кто такой Итан?». А вот он, собственно, я, Итан Халлоуэй. Причина смерти – кардиореспираторная остановка вследствие острого лучевого синдрома. Ответственный врач из комнаты Б-301, морг М-901. Эрнест Кроули. Меня записали мертвым. Как это возможно? Мне нужно найти доктора Кроули. Ну как, вот у нас тоже написано, я уже умер на бумажечке, я уже вообще умер или я жив? Так, у нас с вами появилось два дополнительных ключа. Первый – это сортир от этого этажа. И второй ключ – это Б-03. 203. Так, отличненько. Что у нас здесь в унитазе есть интересного? Чем можно поживиться? Главное, чтобы не была тут чья-то чечевица. О, смотрите, там нога. Пойдем посмотрим. Просто чья-то ляжка. Ну, понятно, если находим ключи от сортира, то можем сохранять прогресс и процесс. И у нас с вами осталась единственная комната, которую на этом этаже мы с вами не открыли. Это Б-203. Так, это 201. А где у нас 203? Там где-то с правой стороны по залу, да? О, ты написал слово «no». Так, 203-ушка. Где ж ты, комнатушка? Стоп. Вот она, Б3. Есть у нас ключ от этой комнаты? Есть. Но это, да, найти комнату доктора Кроули на нижнем уровне. Собственно, здесь мы с вами все нашли. Удачно ты зашла. Спасибо тебе огромное. Спасибо большое. Да, сегодня у меня будет, скорее всего, возможность сделать 2 эфирчика, поэтому сегодня начали чуть раньше, для того, чтобы успеть бахнуть обе 2 новинки. Новиночки 2026 года. Надеюсь, что интересные, по крайней мере, по сюжету, потому что, ну, выглядит игра-то, откровенно говоря, так себе. Сергей, я вижу твой ник. Оу. Ну, насколько я помню, у нас за Сергеем скрывается девушка. Да и на фотокарточке тоже вроде девчулька. Такс. Куда идти-то? Чё за лабиринты, блин? Опа, нашел выход на более низкий уровень. Тогда что у нас здесь в центре? Судя по всему, ни хренасики, да? Да. Ни хренасики для нетакусики. Ну что ж, кто такой Итан, то бишь я? А почему я ходячий труп? И почему меня записали в мертвецы? Я надеюсь, что мы с вами об этом узнаем в ближайшее времица. А вот он, мистер Кроули. Здесь точно больше ничего нету? Ну, кроме там почечек и вот этого всего. Судя по всему, вываливается кусочек текстуры. Эй!
Уважаемый коллега Гарольд Финчес, дата 15 сентября 25 года. Тема Эмили Хэллоуэй, протокол лечения. Так, мы с ней однофамильцы. Пока вы продолжаете применять разработанную вами методику лечения к Эмили Хэллоуэй, стремясь вписать свое имя в историю медицины, ее состояние будет только ухудшаться. Вы убиваете ее. Ее иммунная система уже разрушена. Если лечение не будет немедленно прекращено, органная недостаточность, это недостаточность органной музыки, судя по всему. Недостаточность неизбежна. Это не лечение, это пытка. Мы отказываемся разделять ответственность. Эрнест Кроули. Интересно. Комментариев, как я понимаю, от нашего Итана мы не дождемся пока. Кто это колотит в дверь? Мне надо спрятаться. Куда, блин, спрятаться? Так. Оп. Упси-дупси. Братан, у тебя что, чопик в жопе? Странный челик. Он такой же неспешный, блаженный, как и я, да? Мы ходим по больнице, непонятно. Не на что нам торопиться. Мы тут вечно будем сидеть? Он же ходит тудым-сюдым. Такое ощущение, что это женщина, потому что я вижу, как будто бы есть грудь. Ай! Какого ляда? А? Ага, вот и морг. Где я типа могу найти себя? Какой удобный морг, а для чего столько свободного места? Так, здесь дверь Б4. Эмпти, пустой. Остальное все по именам. Так, окей. А здесь у нас что? Ну-ка, кто здесь? Но здесь великий смотритель морга должен сидеть. Но здесь никого нет. Рация. Интересно. Сегодня 15 сентября, доктор Финченс. Я больше не могу вас остановить. Клеточная регенеративная терапия, которую вы начали для лечения болезни Эмили, вышла из-под контроля. Тело Эмили разрушается. Она больше не человек. Использовать Итана как донора костного мозга оказалось недостаточно. И вы втянули его в эксперимент. Теперь Итан тоже мутирует. Оба! Боже, где вы их прячете? Что происходит в лаборатории Б4? My God, where are you hiding them? What's happening in the B4 lab? То есть, подождите, я что, мутант? Мне нужно спуститься на уровень Б4. Руки шире, ноги шире. Мы идем на Б4. Так. А вот и Ключевский. Подождите, а я хочу рассмотреть эти штуки.
Ну, интересно, что там. Вдруг что-то интересненькое. Тристан и Изольда. Луис соленый. Луис Солт — это хорошо. На мое имя оформили свидетельство о смерти, но я здесь. И в морге тела нет. Ну, логично, если я хожу, но мне сказали, что мне пересаживали костный мозг, а как меня в итоге заразили? Делали это напрямую, что ли? Ленка. Виктор Хейл. Хейл Виктор. Ну. Б4 так Б4. Блять, левел дизайна на грани фантастики, конечно. Кишки. Процесс сохранен. А нафига? Нас собрались убивать? Судя по всему, та хромая сиська — это и была моя сестра. Ух, ё-моё, сколько здесь всего-то. Медисин Рум. Закрыто. А здесь что? Зал ожидания для тех, кого выдают с предыдущего этажа? Б401. Замечательно. Блин, по-моему, у моей сестры несварение желудка. You finally came. I need Ты your наконец-то help. пришел, мне нужна My твоя whole помощь. body is swelling and rotting. Мое тело разваливается на куски и гниет. If you want to see Emily, Если I хочешь can увидеть give you the Эмили, laboratory key. я дам тебе But ключ от if you bring me лаборатории. the medicine Но ты from the должен medicine принести room, лекарства из you комнаты с can save лекарствами. my life. Ты можешь спасти мою It might жизнь. cost you some time, but please, I'm begging you. Это может стоить тебе некоторого времени, но, пожалуйста, я умоляю тебя. Так. If you want to talk, I can give you the laboratory key, but if you bring the medicine from medicine room, you can save my life. Ну, давайте спасем жизнь. Okay. Хорошо. also- А! Мне надо сказать тебе, говорит, кое-что еще. И, сука, взорвался на куски. Капец, блин. В 12:17 сердце доктора Итан Халлоуэй остановилось. Так я еще и доктор? Он был оформлен как последний пациент, передан в министерство, однако через 11 минут сердечная деятельность возобновилась. Чтобы не допустить перехода больницу в режим проверки, Итана необходимо немедленно найти и интубировать. Не надо меня интубировать, блин. Ну вот, хотели сделать дяденьке хорошо, а он взял и лопнул. Как прыщ на жопе. Твою душу. О, там какой-то записундель есть. На той стороне за ширмой. Проект 37. Женский пол Эмили Халлоуэй. Собственно, смотрите, 12 февраля 25-го начало эксперимента. Я больше ничего не могу сделать. Я был уверен, что смогу ее спасти. Но все пошло не так, как я хотел. Мне следовало провести больше испытаний, прежде чем применять свое лечение. Ее муж теперь неузнаваем. Это я? Поскольку он не был болен, применение этого метода к нему привело к последствиям, которых я не ожидал. Кроули был прав, пытаясь остановить меня.
Я вел себя как обезумевшее чудовище, хотя он был единственным, кто меня понимал. Проводить дни в тайном исследовательской камере, где я держу объекты, начинает мучить даже меня самого. Какой молодец, блин. Потому что я думаю, что эта комната с лекарствами единственная наша возможность попасть еще куда-то. Потому что он взорвался, а к лаборатории Ки нам не отдал ключ от лаборатории-то. То есть вот тут остался кусочек говна от него, но ключа, как мы видим, нет. Если над ним проводят похожие эксперименты, возможно, это лекарство сможет помочь Эмили. Ага, а вот и Ключевский от Лабораторевский. Ты кто же Итан? Я доктор? Или я муж? Но если я муж, с хрена ли мой костный мозг должен был обязательно подойти этой женщине, понимаешь ли? Не сходится. Что-то не сходится. Так, это лаборатория. Но есть еще. А здесь какой-то лифт. Он пока заперт. Лады. Заперт так заперт. Тем более, вот зачем нам лекарство. Видишь? Ответ на твой вопрос уже подоспел. Для того, чтобы, если что, попробовать помочь Эмили. Не взорваться, как минимум. Как переспелый помидор. Это Эмили? Ну нахер, я не хочу ей помогать. Нет, ну вы видели ее? Ну отец, нет, ну ты видел. Блин, милая. Вот если мы взяли ключ от лаборатории сразу, то мы не смогли бы дать ей лекарство и, возможно, спасти. Да, вот так вот сначала видишь милую девушку, женишься, а вот через 5 лет нечто такое у тебя ждет дома. Неси всю свою зарплату. Итан больше не Итан. Он превращается в чудовище. И я тоже меняюсь. Итан, если ты это читаешь, иди в свою комнату на Б1. Под кроватью наши фотографии. Вспомни меня, пожалуйста, вспомни, кем мы были до того, как стали теми чудовищами. Мне нужно вернуться в комнату, где я очнулся. Милая моя, солнышко лесное, валим нахуй, мля. Не встретимся с тобою, бежим нахрен! Так, где у нас элеватор? Где-то вот здесь слева. Эль-Сальвадор, где твой элеватор? Плюм-плюм, плюм-плюм. Мы когда-нибудь, блин, куда-нибудь дай. А, мы же падали, черт знает куда, как в бездну. Ну, блин. Уи, стенка! Спасибо. А
В какой я комнате очнулся-то? Б-101. Вспомни, как молоды мы были, как сильно мы любили. Вау! Я что, получил трубой по башке? Узнаешь меня? Посмотри, во что превратился твой подопытный Итан Финчес. Your subject. А вот он, Итан. Красавчик. То есть я доктор Финченс, это не Итан был. Я был не Итан. То есть она меня специально отправила сюда. Доктор Финченс, вы меня слышите? Он теряет сознание, возможно, временная потеря памяти. There's a possibility he may experience Hit to memory the head. loss. В тот день вы видели Итана Хэллоуэя в последний раз. Жена Итана Эмили выжила благодаря лекарству, которое вы ей дали. А так вот, ребятки, жалко, ачивок в этой игре нет. А могли бы спасти деваху, но мы ее и спасли. Ты все еще не уверен, кто ты такой. Потому что ты и есть то, чего боишься. Спасибо за игру. Пожалуйста. Ну, в общем, вот такая история. Кто такой Итан? Либо наш непонятный персонаж. Но, судя по всему, я все-таки доктор Финчер, а Итан был одним из подопытных. Ну что ж, друзья, хорошо, что мы чуть-чуть пораньше сыграли в эту игру, и нас сегодня ждет чуть позже еще одна новиночка, которая называется «Дело Уолмонтов». Тоже небольшой хоррор, но чуть-чуть побольше, чуть-чуть пографонистей. Специально его оставил на вечер, чтобы мы с вами могли через часик-другой насладиться хорошим хоррорком перед сном. Поэтому, друзья, жду, конечно же, вас вечером. Вот. Поэтому не забывайте нажать лайкосик, подписаться на канал, писать комменты, участвовать в создании шортсов. Так, спрашивают, подключился было на начало игры или примерно середина. Это было примерно первых минут 10. Весь эфир у нас занял полтинничек. Игра достаточно коротенькая. Ну что ж, друзья, играйте в хорошие игры. Смотрите здесь на QPG вместе со мной отличнейшие стримы на хорошие и не всегда хорошие игры. Но в любом случае всегда с отличным настроением. Берегите себя и своих близких, дальше будет интереснее. Увидимся. Пока.